Всем привет! Мы продолжаем проходить Зельду. Зашел я в следующую локацию, но там еще ничего не открывал. Сразу же появился какой-то замок на входе. Будем его сейчас смотреть. Посмотрим, может что-то интересное найдется. Давайте, поехали. Вот тут вот новая локация. На старой, в принципе, там я все обошел. Вот здесь можно еще заглянуть. И поблизости вот отметил, какие могут быть святилища. Это мы потом посмотрим. Вот. Сейчас будем исследовать вот эту локацию. Поехали. Тут какой-то у нас товарищ тусуется. Сейчас мы его забодаем чуть-чуть. Ой. Ну да, наверное. А щит. Ой, щит, луплю его. Так. Боевой щит. Ну, у меня места нет тоже. Так, а вот это что? Боевой меч. А мы его возьмем. Место есть. Что за товарищ у нас такой? Знаешь, это что за сооружение? Это Акальская крепость. Ее возвели во времена расцвета королевства Хайрул для защиты Акалы. Говорят, она была неприступной. Во время Великого Бедствия замок Хайрул пал, и солдаты лишились и короля, и принцессы. Выхода у них не было, крепость стала местом их последней битвы. Но в конце концов эта крепость пала под натиском ужасных стражей. Другими словами, здесь была решена судьба королевства Хайрул. Кажется, и мои предки здесь погибли. Я пришел, чтобы почтить их память. Но ближе к крепости не подойти, тут все еще полно стражей. По-моему, еще никому не удавалось пережить нападение стража. Думаю, у тебя и без меня хватит ума не привлекать их внимание. Но все-таки будь осторожен. Я понял. Надо аккуратненько подойти. Да, а тут... Это сбоку можно сделать. Напрямую не получится? Ну да. Высоковато будет. Залезть я потом отсюда не смогу. Ладно. В принципе, есть костюм скрытности. Это раз. Сейчас попробуем прошмыгнуть мимо дрона. И потом как-то в центр попасть. Чё ж не попробовать, да? Так, давай что-нибудь оденем тогда полезного. Полезное у нас самое то. Чик. Все. Сейчас как незаметно пройду. Эти дроны, они опасные. А особо с ними биться у меня стрел нету. Так, надеюсь, он на шум не прилетит. Да иди сюда. Попадос. Ты можешь использовать милость мифа. Ага, хорошо, у меня реген восстановился. Стоит. Так, хотя бы он не мешает, и у меня за мной дрон не гонится. Там какая-то лестница. Я понял, что мне к центральному входу-то не надо. Не то. Так, хорошо, Акальская крепость. Подождем мы, пока этот дрон пролетит, он по-любому будет освещать. И вот это. А-та-та-та-та. Вот это мне прилетело. Винтика соберем. Так.
Я пока ничего пользовать не буду. Все, он меня потерял. Тут прям стелс вообще. Самый натуральный. Давай, улетай уже куда-нибудь. Ну, тут явно прохода нету. Надо будет по вот этой лестнице подниматься. И обходить как-то вышку, находить сбоку. Клеймор, понятно, не нужен. И это тоже не нужно. Яблоки явно собирать времени нет. Все, он улетел. Так, ну туда аккуратненько по ступенькам просто и все. Затем эти шмотки хороши, то что меня враги не видят. Да иди-ка сюда. Просто вот ваншоты. И все. Да нет, все, я вот как поднимаюсь, так и поднимаюсь. На самом верху у нас будет башня, которая откроет нам эту локацию, карту. В принципе-то и все. Живучий какой. Угу, еще один дрон. Ну, это стоило ожидать. Аккуратней. Блин, я не знаю, может быть... Ну все, он, в принципе, отстал от меня. Так, а это у нас... Слушай, это, по-моему, не соседняя территория. Давай отметим. Чик. Угу. А тут уже была метка. Тут получше было видно. Да, я уже отмечал это. Святилище. Так, я, значит, фею одну потерял. И реген потерял. Да что ж такое-то? Сколько вас тут? Ну как мне от этого уходить? Ну какие-то очень серьезные противники вообще. Ну все, он сам там подохнет. Надо что-то есть. Будет обидно, если лучник сейчас меня замочит. Давай вот так. Ну, что-нибудь попроще бы. Хотя, что тут попроще? Мне, кстати, еды не осталось почти. Сейчас еще наверх надо будет лезть. А на мечу. Второму уже. Давай-ка это ритуальное копье. Оно может... Да где там? Хрена он меня снял просто. Не, ну копье, как обычно, ништяк. Оно прям дамажит, они ничего сделать не успевают. И все, и он улетел. Но обещал вернуться. Ладно. Я с них ничего собирать не буду пока. Ну, смысл. А, беда разрушения. Сколько всего потрачено-то, а? Да. Будем есть, что делать. Ну, типа того.
Затратно на эту гору подниматься получилось. Дроны эти крови попили, плюс еще гоблины. Еще пачка, да? Иди сюда. На. Ржавый щит, ржавый меч. Ну, это бесполезное оружие. А оно вообще как-то особо их урона им не принесет. Тут надо все зачищать. Эту скверну как-то найти надо глаз. Который эту скверну, собственно, и делает. А вон он в центре. А ну давай, иди сюда. Чик. Посмотрим, сколько очистится. Только проход, вы серьезно? Надо повнимательнее. Давай я с той стороны для начала зайду. Вот как поднимался. Надо осмотреть. Что пищит? Дрон? Все равно, в принципе, во время дождя мне на башне делать нечего, он упадет. Давай мы тогда отсюда начнем зачищать. Вон там какой-то гоблин тусуется. Возможно, отсюда прям надо будет падать, чтобы в скверну не попасть. Я посмотрим, может быть здесь что-то полезное есть. Ушки. Я рассчитывал вообще на какой-нибудь сундучок или что-то в этом роде. Но, в принципе, на планеры я думаю, что смогу долететь хотя бы до вот этой стенки. Ладно, подожди, не торопимся. Зельда, она игра такая, неторопливая. Она скорее постепенно, аккуратненько обойти. Че, ну взорвать. И ничего не выпало. Слава богу, что ничего не потратил ценного. Так. Так, давай туда, короче говоря, обойдем с другой стороны. Посмотрим то, что после выстрела по глазу, посмотрим, что открылось. В принципе, может быть, как-то можно там обойти, я не знаю. Трезубец этот дали, кстати, вот в предыдущем городе с акулами. После ВОСа. Он неплохой, но быстро сломается, скорее всего. Ладно, на первое время пойдет. Ага. И здесь я не пройду тоже. Без урона прям. Не пройду. Тогда в любом случае надо будет слететь с самого края. Дрона тоже можно завалить, но он потребует много стрел. Не думаю, что это прям очень важно. Просто я понимаю, если бы стрелы продавались, но их перестали продавать. Я не знаю, что случилось. И раньше в магазины стрелы пополнялись. Просто перестали и все. Вообще без понятия, что случилось такого. Вот корок нашелся. Да, я тебя нашел. Эти ребята пригодятся. Так, надеюсь, я сейчас на планере долечу.
тут у нас явно никак. Ну давай. Оп. И все. А чё ты? Ты чё по башне вот не лезешь? Блин, а я в дождь туда поперся. Я совсем забыл про погодные условия. Ну давай, прыгай. Так. Это будет стоить мне жизни. Быстрее, ну, забирайся. Да забирайся. Ух. Все из-за дождя. Я забыл про то, что дождь идет, и он будет скользить. Сейчас мы попробуем ваншоты. Нет. Ну, никуда от меня не денется. Просто он довольно-таки жирненький чувак. А скверно его не дамажит, да? Зато мне прилично урона. Хорошо, что у меня есть трезубец, он длинный. Что с него выпадет? Вкусное. Ай-яй-яй. Быстрее. Сплошные растраты, я скажу. Да давай так. Вот съесть и пусть оно будет. Все. Мне нужен был топаз. Да. Тихо. Все. Ладно, урона я получил, но ничего страшного. Мы сейчас эту башню откроем, потом можно будет куда-нибудь портануться и поесть приготовить. И можно будет этот... Вдруг, может быть, стрелы все-таки появятся. Взять. Что взять? Понятно. Вот какие-то записочки, да, кто-то писал там, я не знаю. Можно посмотреть, что тут в сундуках. Ну, по крайней мере, вот тут. Много яблок. И стрела. Ладно. И так сойдет. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Повнимательней. Ну, отсюда, по-моему, можно залезть на башню. Тут никак. Я думаю, что если я эту башню включу, ну, то есть я ее активирую, то скверна это должна сойти вся. Так, вот еще отсюда можно будет залезть. Я понял. Подожди, давай сейчас смотрим второй этаж. Ну-ка. Оп, я пролез, я пролез. Думал, я тебя не слышу. Печально. Трезубец сломан. Сколько оружия я просто поломала. Безвозмездно. Куда он улетел-то? Давай добьем. Блин, а он прям скверну дал. А, нет, вот. Все. С них внутренности мы тоже продать сможем. Ничего страшного. Будет не лишним. Так. Итак, типа ты забираешься на второй этаж. Серьезно? Холодно? Почему?
Ну, давай какую-нибудь просто шапочку напялим. Этого достаточно будет. В идеале, конечно, бы отсюда порхнуть, но... В принципе, я опять дождь пошел. Я, в принципе, и снизу долезу. Так, ну если пошел дождь, то на башне делать нечего. Пока что. Лук у него упал. И тут у нас... Ну да, ни прохода, ничего такого. Меч лежит. Но он особо бесполезен. Давай возьмем. Щит. Ну, щит мне уже не пойдет. Та-та-та, быстрее. Ты чё присел-то? Прожатые стики иногда заставляют Линка садиться в определенных ситуациях. Это бесит. Так, не торопясь, надо искать точку, где бы он мог залезть. Угу. Блин, походу тут без урона, да, никак. А на эти штуки он вообще не лезет. Печалька. Сейчас стамина кончится, да, и все. Ладно, стиснув зубы, будем лезть, получать урон. А он не лезет. Слишком скверны много. Мои дела. Надо прям с того крючка, где я смотрел, прямо с того крючка туда забираться. Никак иначе. Дождь. Снова дожди. Хорошо, что хотя бы молния не лупит. Это спасибо на том. Ладно, я потом еды приготовлю. Давай сначала как-то заберемся, я не знаю. Где этот крючок? Тут часто дождь идет, кстати. Прям в этом замке постоянно идет дождь. Угу, вот он. Я не знаю, получится ли забраться. Надо хотя бы слететь на планере. Вот это вот последняя скверная полка. А потом как бы все, ты можешь залезть. Не вопрос. Дождемся, пока дождь кончится. Все, кончился. По краешку как-то он может забраться. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Все. И отсюда на планере. Ничего страшного. Я думал, что можно будет прямо с самого низа подниматься и ничего как бы высоко. О, нет, ну тут оказывается по периметру вся башня окружена, как бы, и некоторые... Я думал, что по скверне можно идти, ползать и так далее, но она тебя будет приносить урон. А тут прямо она вообще даже не пускает, никак не залезть.
Кто бы мог подумать? Так, давай побыстрее. И вот сюда, в сторону. Вот передышка. Все, я на самом верху почти. Активации башни по-любому не должно быть скверно. Ну вот не должно быть. Винта дали. Окей. Камень. Сбор информации. Хорошо, давай. Что-то как-то скверно, по-моему, это не развеялось, я не знаю. В принципе, мне на этой башне особо тоже делать нечего больше. Ой, там лабиринт еще. Самая ужасная, по-моему, загадка в Зельде, которая есть, это лабиринт. И это будет второй. Это вообще кошмар. Так, а скверно на месте, да? А как бы ее тогда это... Я бы хотел ее как-то развеять, я не знаю. Давай тогда на обе отметки пойдем. Вот первая, вот вторая. И вот третья. То можно сюда куда-нибудь заглянуть и так далее. Сначала у нас будут вот эти дела. Причем вот это вот последняя желтая, это еще с предыдущей этой предыдущей территории. Короче, вот 3 метки, 3 святилища. А потом вот сюда можно заглянуть. Здесь наверняка что-то есть. Там уже повнимательнее. Я вот сюда вообще не хочу. Вот это жесть. Эти лабиринты. Это что-то невероятное просто. Здесь у нас будет вот в этой локации еще один сюжетный босс. Последний, кстати. Ладно, все. Святилище. Если что, портанулся, потом можно будет обратно на эту башню. Вот, кстати, у нас тут деревня рядышком. Ну, точнее, не деревня, а скорее этот какого. Конечно. Там мы квесты найдем. Может быть, что-то из этого и выполнится. Чик. Как правило, возле конюшни всегда есть святилище какое-то. Давай. Кстати, я последнее. Стой. Вот это святилище пройду, можно вкачаться. Пойти. Да, у меня 9. 9 и 2 пункта можно поднять и стамины, и сердец. Уф. Это на гироскоп задание. Все, я не трогаю. Окей, это было несложно пока. Дальше будет хуже.
Мгм. Это на время. Ну, логично. Что вот здесь тогда за штука такая опускается? А, это у нас подъем к сундуку. Давай еще одну стрелу потратим. Ага. Ну уж нет. Не, я тогда не пойду туда. Все-таки ничего прям интересного особо не будет, но... Пусть он там лежит, короче говоря. Так, еще раз гироскоп. Шарики надо загнать в ячейку, да? Один есть. Ну, как обычно, с последним будет проблема. И без понятия, сколько мне это времени займет. Потому что вместо медленно чувствительного гироскопа у меня просто щелчок мышки в какую-то определенную точку экрана. Все. Прям пинбол. Можно так попробовать их позакатывать. Кстати, это последнее задание. Да, жесть. Ну, это можно сделать только случайно. Так, ну. Один, второй. Слишком резко. Ой, блин. Один неверный щелчок, и вообще все три шарика могут улететь. Пять.
А если бы у меня был гироскоп, было бы лучше, конечно. Было бы тоже сложно, но больше вероятности, что получится загнать шарики эти. Тут инверсия по всем осям. Так, 2 на месте. Тихо. Ну давай. Все. Один вылетел. Не доставайтесь никому. В принципе, загнав верхние ячейки оба шара, нижний, по-моему, попроще будет. Хотя они одинаково вылететь могут. Разницы, по сути, никакой. Дискотека. Так. Блин, а на кнопочкой надо еще как-то надавить. Почему они не присасываются к ним? Ну, типа, один раз шарик загнал на кнопку и хорош. Вот там оставайся. Ну, второй. Оба сейчас вылетят, да?
Да вообще не дышать, да. Тихо, ну. Стоять. Так, а что она перестала? Ну, что начала переворачиваться сразу же. Гироскоп как-то себя, ну точнее не гироскоп, а мышка, она себя как-то неадекватно ведет. Крайне дергано. Блин, это очень сложно. Что-то с инверсией, подожди. Точнее, тут всегда было что-то с инверсией. Сейчас она более лютая. Он просто переворачивает и все. Так она уходит за экран. Сильная чувствительность мыши не позволяет делать точные движения. Если вы на Nintendo Wii U, как выходила эта игра, я думаю, тут немножко было бы попроще. Но тоже непросто все три шарика загнать. Тут максимум встает 2. Ладно, я еще немножко попробую и все, потому что, ну, нереально. Надо гироскопом загонять, а он не работает. Ну, как бы его нет, его не настроить адекватно. Просто какой-то бред происходит. Тихо, ну блин. Нет, все, у меня терпения не хватает, это какая-то дичь. Фух, все, я выхожу отсюда, потому что, ну, не получается.
Гироскоп очень чувствительный, а тут надо прям очень четко прожимать. Ладно. Ну, я так и думал, то что поначалу, если у тебя есть гироскопом какое-то задание, оно будет простенькое. Но потом, извини, подвинься, будешь страдать. Просто каждый твой щелчок мыши и в определенную точку экрана она сильно дергает вот эту вот платформу, и она очень быстро переворачивается и ничего не сделает. Тихо. Сумка, надо оружие снимать. Так, щит у меня никакой не стоит, это снять. Хотя, наверное, палиться ничего не будет, да? Да, ничего не будет. Ладно, посмотрим, может быть, какие-то квесты. Конюшня Аккаула. Так. Кто ты такой? Я простой парень. Ну-ну. Слушай, у тебя есть латноцвет? Латноцвет. Можешь дать мне один? По-моему, есть. Спасибо. Забавно, что у тебя с собой оказался мой любимый цветок. Может, найдем общий язык? Знаешь, Аккалу часто называют место, где ничего нет. Что же ты здесь ищешь? Просто путешествуй. Ну, ясно, тогда у меня к тебе просьба. Глима, моя младшая сестра, обожает всяких букашек. И каких-то из них она мечтает увидеть по-настоящему, но не признается, каких именно. Видимо, даже сестре не все можно рассказать. В общем, узнай, пожалуйста, о каких насекомых она мечтает. Я хочу сделать ей подарок на день рождения. А это ты? Кто-то хотел? Твоя сестренка. Глима. Сейчас спит. Понятно. Она как проснется, надо будет спросить, какие ей насекомые нужны. А еще надо будет их сфотографировать. Это она? Да, это она. А, маленькая. А, привет. Что? Я вижу, у тебя есть клинковый жук. Обожаю клинковых жуков. Можешь отдать мне? Конечно, я дам тебе кое-что взамен, как насчет боевых котлет. Подожди с клинковым жуком. Стрелы. Да, возьмем 20. Они пригодятся. Да, тоже беру. И продадим ему что-нибудь лишнее. Сердце, да, допустим. 20-очку. Пойдет. 400 рупий. Че, они лишние, что ли? Так. Много хинокса. Ну, давай 5. Они могут пригодиться. Хиноксов увалить тяжеловато. Вот эти вот ласты куса, да? 15. Их много. 30 рупий всего. Ну, такое себе. Так. Вот. 63, 83, пожалуйста. Да, давай, наверное, 30-ник. Эти штучки подороже, кстати. Чуть-чуть. Этих 40 тоже можно продать запросто. Вот так. Пойдет. 49 бананов у меня. О.
Можно много наготовить еды. 420 рупий. Слушай, ну по деньгам, в принципе, я в плюс выхожу, только практически их тратить некуда. Потому что стрел нету. Я бы стрел купил. Хоть на все. Так, камни я пока оставлю. Рогов можно. Также 14. Половин. Он будет доволен, как слон. Все остальное, в принципе, я пока продавать не буду. Там камни еще есть. Денег можно полно, как бы, нафармить. Все, дамочка, ты просыпаться собираешься? Они уже вроде тут все в 6 утра встают. Я сплю. Привет, впервые здесь. Ты кто? Путешественник? Ясно. Путешествуешь в одиночку по этому забытому всеми краю. Вижу, трудности тебя не пугает. Ничуть. Да, скромности тебе не занимать. Ну и ладно. Знаешь, бои на мечах моя слабость, но как-то все времени не хватает на тренировки. Да и меч у меня тупой. Хочу отыскать легендарный меч. С ним хоть на край света можно идти, согласен? Он, видимо, имеет в виду меч Линка. Ну, давай поясняй, что за легендарный меч. Ага, по моим сведениям, он должен быть недалеко от горы смерти. Но, видимо, не с этой стороны. Может, надо искать на другой стороне, там, где... Да, где-нибудь там. Нужно будет как-нибудь наведаться в конюшню лесная. А где у нас гора смерти? Речная, окольная, Табацкая, ущелье, Подгорная, Озерная, Близнецы. Я, видимо, не нашел эту конюшню, про которую он говорит, лесной. Что ж. Так, ну что вы там просыпаться-то собираетесь все? Что-то тут у нас нету... И дождь постоянно идет. У нас тут нету этого... художника, который, возможно, расскажет про какую-нибудь из местных достопримечательностей, которые надо посмотреть. О, яблоки, жареные желуди. На яблоко тоже ништяк. Надо ждать утра. По-любому. Пока идет дождь, шарашит молния, мне не поесть, не приготовить, ни с NPC не поговорить. Кто такой? Кайва. Не повезло сегодня с погодой. Ты постоялец, да? Тогда ладно. Говорят, что на озере Череп к северу отсюда живет какой-то странный тип по имени Килтон. Мол, он возит с собой тележку под названием Монстр Торг и является только по ночам. Конюшни Осткала, что дальше к северу. Из-за этого даже наняли охранника. То есть у нас еще будет конюшня одна. Хорошо. Будь осторожен. Че? Собака. А вот здесь у нас, где этот остров Черепа, где-то здесь и конюшня будет. Это озеро. Надо вот такие подобные места исследовать. Вот здесь посмотреть, может быть, что-то есть. Ладно, это все потом. Че там, девочка-то эта мелкая проснулась, нет? Давай у нее квест-то возьмем. Про жуков. Вон она. Давай, вставай, я сплю. Может, она в 8 просыпается? Как вариант, можно, конечно, комнату типа снять и все.
Давай еще ждем до 8 утра. Если она не встанет, тогда еще подождем. Если я не вернусь через 5 минут, подождите еще. Что делать? Вот, 8 утра. Вот, встает. Значит, не в 6, а в 8 тут NPC оживает. Что ж. Так. Привет, дядя. Привет. Знаешь что, у меня есть секрет. Хочешь узнать? Сейчас расскажу. Приготовься. Приготовился? Моя сестра Яна терпеть не может стрекоз. Угу. А я нашла в книжке с картинками морозную, грозовую и жар стрекозу. И показала их Яне. И она сказала, что у стрекоз очень страшные глаза. Это же был секрет. Яна опять разозлится. Но стрекозы ей не понравились, потому что картинки были плохие. У настоящих стрекоз, наверное, очень красивые глаза. Вот вырасту, буду путешествовать и найду настоящих стрекоз. Так, подожди, возвращаемся к сестре тогда. Ты можешь использовать милость Мифы. Хорошо. Прикольно то, что эта штука постоянно регенится. Это без проблем. Так, узнал, да. Стрекоз она любит. Ну, может быть, стрекоз, причем тут три разных вида. Морозная, грозовая, жар, стрекоза. Хорошо. Не знаю, может быть, они у меня все три уже есть, как бы. Но нет, не точно. Отдай их Глиме сам. Стой. Камни, говорит, продавай. Привет, дядя. Ты что-то хотел? Это тебе. Что это? Стрекозы. Можно я их себе возьму? Да, бери. Все, оказывается, я все три стрекозы уже собрал. Настоящие? Да-да-да. Сейчас покажу. Это говорит о том, что некоторые вещи лучше не продавать, не выкидывать. Все пригодится. Никогда не знаешь, на что тебя квест подпишет. Собирательство какое. И чё, куда все делись? Привет, дядя, спасибо за стрекоз. У нас с сестренкой и овцами все хорошо. Так. А я немного успокоилась. Спасибо, что поймал стрекоз. Вот возьми. Ну, это всего. То есть ты можешь потратить на этих стрекоз, на ловлю стрекоз, ну, я не знаю, минуты 40 запросто, пока ты их найдешь. Вспомнишь, где они могут летать и так далее. Особенно морозная и огненная, к примеру. А тебе за это всего 100 рупий. На камнях можно больше сделать. Я вот что хотел сказать. Все. Больше никаких квестов тут нет. Святилище с гироскопом мне пока не пройти. Точнее, да и потом будет не пройти. Ладно, пошли тогда вот сюда. Но через... Да, так, я тут был, да, в принципе-то. Мост разрушенный, я отсюда слетел вот сюда. Давай тогда мы сходим через лес, но только появится, ну, вот сюда сначала. Потом на синюю, а потом на желтую. Все, красная точка. Идем туда. В принципе, тут равнина, можно и на коне. Давно на лошади не катался. Чуть-чуть подзабыл управление.
Так, у нас тут болото, да, какое-то? Вода кругом. Что-то стражей дохлых так полно. В чем дело? Может, замануха какая? Так, взять. Не, рупия. Вон там страж тусуется дальше. Поэтому надо аккуратнее от него отходить. А в центр надо, да, мне? До туда еще надо дойти. Когда будет вот этот момент, когда нужно будет качаться с помощью вот этих вещей, там валы, шестерни, то, что я собираю, ни хрена тут стражей гораздо больше, чем один, их, по-моему, штуки 4. Запасов. Бля, вот начинается. Все, я ухожу. Я спрятался даже. Еще один, да? Бля, это подстава. Сразу все хп нахрен. Давай, ушастый, живи. Так, они, по-моему, в воде в меня стрелять не будут. Жесть какая, сразу двое лупят. Давай. Понятно. Минус фея до кучи, но перестали стрелять вроде. Ушел, так сказать, от погони. Главное, чтобы стамины хватило до острова добраться. Рыбу поймал, пока плыл. Так, все, я на острове. Можно было бы туда, конечно, и более безопасно добраться. И покойник. Зашибись. Плохо дело. Сейчас сразу. Я мертвому упал в воду. Что делать? Причем они мне... Нет, это по-другому. По-другому надо. Сейчас посмотрим, где загрузка будет. Загрузить игру. Да, давай так. Прям недалеко от конюшни, чтобы в обход надо, вот прям как остров сделан, то есть там какой-то же подход есть к острову. Доброе утро, немного успокоилась. Подожди, а это с того момента, как я прикос отдал? Где-то девка мелкая. Ну, на лошадь надо садиться. Вот он. Да, все, значит, квест этот завершен. Поэтому поперли на лошади как-то подход к этому острову искать. Чтобы... Что случилось? Текстура запуталась, как обычно. Подход надо к этому острову искать. Но тут все в воде. А там печаль. Вообще надо обходить его. Прям вот это вот все кладбище обходить.
Давай-ка по краешку. Я просто думал, что там вот тут в центре какие-то руины, может быть, хотя бы в них что-то можно найти, но нет. И к тому же, да, я вот все эти плюшки свои там просрал. Я вот, насколько вижу, буду собирать запчасти этих товарищей. Ну, все остальное, как бы, главное в центр не заходить, а то они начинают беситься. Одного стража еще можно завалить, но когда их как больше двух, все, ты покойник. Ничего ты не сделаешь с ним. Окей. Ведьмаки, волки довольно-таки опасные. Тут такое. Они типа с одного выстрела дохнут. Так. А тут у нас водопады, да, и там башня. Ну, сейчас водопады уже не проблема. Да. Дождь идет. Постоянно какие-то дожди, грозы, там, я не знаю. Погода нормальная тут, походу, не бывает, да? Поэтому на острове, наверное, вряд ли получится отсидеться. Какой-то NPC бежит. Здравствуй, я ничего не продаю, просто путешественница, которая любит монстров и ищет спутника жизни. Ходят слухи, что одного взгляда на большую фею достаточно, чтобы стать счастливым. А еще говорят, что она может сделать твой наряд более роскошным. Ну, это понятно. Фей таких я уже 3 штуки или 4 открыл. Вот, сейчас мы только попадем на этот остров, но не факт, что там вообще что-то есть. А может быть ничего просто. Просто обычный остров. Вот, опять. Как раз для того задания он там летела жар стрекоза. Вот попробуй спокойно поймать. Кстати, можно переодеться. Вода позволяет. Более бронированную одежду прокачанную. Так, а на острове у нас... А нет, я думал, этот кентавр там ходит. Которых тоже вообще не убить. Я не знаю, что там нужно при себе иметь такого. Тут загадка корокская, да? Одного камня не хватает. Камень поблизости должен быть. Серьезно? Где камни? Ты его с самого низа тащить, что ли? Семки-то коробские нужны, придется пердолить его. Не знаю, он подойдет, нет? Это я тут выбрасывал камень. Она какие-то проблемы возникают сейчас. Камень где? Ну хоть один. Очень странно.
Не успел. Ладно, может он где-нибудь звук пропал. Ладно, такое бывает. Равно ты не успеваешь, короче говоря. Ладно, давай пойдем там по прямой день камень поищем. А мне нет. Чаще стали вот эти вот ниндзя появляться. Они тебя там могут преследовать просто очень долгое время. О, ни хрена полет. Еще и дождь пошел до кучи. Чтобы на гору не залезть. Игра стала просто в разы сложнее. У тебя постоянно кто-то нападает, дождь идет часто, погода портится, ты не можешь лезть по скалам, подобные проблемы. Да, не залезть. Здесь у меня молния не треснет, потому что я просто в другой одежде. В принципе, может по диагонали как-то подняться. Он падает. Ладно, давай я здесь сохранюсь. Надо перезагрузить Перезагрузить эмулятор. Звука нет. Вот он вдруг решил взять и пропасть. Потом уже вне стрима я попробую запустить тот самый этот, как его. Камера повисла. Ладно, тогда без камеры. Что-то произошло. В целом, наверное, перекур. Сейчас я подойду.
Камера так и не заработала. Будем без нее тогда. Придется ОБС перезапускать. Так. На остров надо. Почему-то у меня метка попала. Хотя мужика этого уже больше нет. Что ж за остров-то у них тогда такой волшебный? Горит. А, тут молния ударил. К этим цветам, может, подкрадываться надо? Давай попробуем. Просто для эксперимента. Кто такой? Я путешествующий повар Стам. Ты не подумай, что я хвастаюсь, но повар — это важная профессия, тут ничего не поделаешь. Говорят, есть хочешь, все съешь. Значит, голод — это самый важный ингредиент. Я с этим не согласен. Кстати, хочешь взглянуть на... Ну, покажи товар. Приправа горонов. Мне она по квесту нужна, я помню. Все, до свидания. Угу. Эти вещи не работают. Пока не знаю тогда, как добраться до этого цветка. Тут как раз мы можем просто помолиться, да? Ну, качнемся заодно, не надо будет в деревню портоваться. Давай, сфера духа, капсула сердца. Она меня и отхилит, кстати. Может, две? Ладно, давай энергии. Все-таки раз собрался, я по очереди качать, пускай так и будет. Все. По идее, на этом острове-то делать-то больше нечего, да? Под этим ракурсом у нас видно еще одно святилище. Я думаю, что оно где-то на соседней территории, да? Угу. Ну вот, первое и второе. Потом третье сразу же. Нормально. Потом туда пойдем. Как раз еще 3 святилища, я еще могу прокачаться. Как выйти-то? Отсюда. Где проход? Вот. По идее, еще с десяток сердец, и все, типа, можно уже святилище не открывать. Либо проходить, но не все. Можно уже смело топать только на сюжетных боссов. Так, у нас ночь наступает, да? Давай святилище искать. Он, скорее всего, где-то на горе. Пока дождь не пошел, надо будет это
туда залезть. Эх, ладно. Святилище поблизости, но я его вижу. Ну как, я его не вижу, точнее. Но где-то рядом, я понимаю. По крайней мере, иду я в верном направлении. Скорее всего, оно либо на горе, либо чуть ниже. Огненное крыло. Пригодится. Так, святилище на горе, значит, да? Ой, оно и внизу может быть. Прям в пещере. Ладно, давай сначала наверх поднимемся. А у меня палец до конца не сгорела, надо ее убрать. Сейчас мы здесь камней получим. Блин, там какой-то секретный жук сидел. Можно было его поймать, ну ладно. Так, одежду. Все, полезли наверх. Да, вот оно святилище. Давай мы здесь яблок возьмем. Так, немного хотя бы. Да куда достанет? Да-да-да, святилище у нас, получается, было не внизу. Я его потому что видел с башни. Я слышу, все. Так, а тут у нас еще какая-то загадка, да, корокская? Давай посмотрим. Ага, на яблоке. Ничего сложного, просто надо яблоко положить. И потом мы эти яблоки сможем забрать. Почему такая музыка, потому что я уже в режиме боя. Да, хорошо. Испытание силы. Так, ну ладно, давай сейчас. Сейчас мы испытаем силу. Этот товарищ у нас несложный. За него мы простенькую секиру получим. Ну и стрелами тоже обычными я его побью. Взрывные стрелы дефицит. И все. Так, сейчас еще лишние стрелы, которые я выпустил, я пособираю в округе. И вот секира небольшая выпала.
Ну, там она, по-моему, на 40, что ли. Где-то 3 стрелы, по-моему, я лишних, да, выпустил. Всё. Ну, нет, так нет. Ну, такие, возможно, еще что-то полезное будет. Древнее суперядро. Энергетический кристалл изготовлен по утерянной технологии. Ядра таких размеров очень редки. Хороший ученый наверняка нашел бы ему применение. Ладно, это потом, когда мы, наверное, откроем какой-то еще одно институт. Скорее всего, это ядро надо будет туда отдавать. Сейчас на желтую надо будет метку идти. Где-то там, в конце карты. Давай мы лошадь позовем. Там на острове прям. На каком-то. Тихо. На каком-то острове там есть святилище. Ай, я лошадь загнал, да? Тут же эти жулики. Тихо. Спокойно. Стоп. Стоп, раз, два. Так. Угу. У нас на этом острове святилище, да? И добраться туда можно только так. Странно. Ладно, сейчас я с другой стороны обойду, посмотрим. Может быть, достаточно как-то слететь. Тут какое-то святилище, что ли? Радар горит. А святилища я не вижу. Опять дождь. Ну вы серьезно? Хм. А может быть, конечно, где-то внизу. Отвалить его. Все, я ушел от погони. И погода лучше стала. Так. Не знаю, там где святилище. Давай это смотреть, как можно пробраться вот именно на этот остров. Угу. В принципе, мне поможет полет. Давай попробуем.
Я довольно-таки много смогу пролететь. Сократим себе путь, вот это вот все горы, скалы эти обходить. Скорее всего, они пустые. Так, есть что-нибудь наверху? Понятно. Святилище поблизости, но его нет. Оно может спрятано где-то там. Может открывается только с помощью головоломки какой. Так. Давай максимальную броню я надеваю. Потому что сейчас идти по этому мостику такое себе удовольствие. Я еще сохранюсь до кучи. Ну, угарно он бежит. Припрыжку. Ля-ля-ля-ля-ля. Здесь меня сейчас не спалят. Если он меня заметит, то он просто стрельнет в меня, и я упаду вниз. Тихо, ну куда ты полез вообще? Девочки. Так. Это у нас плита какая-то. Нет. Надо посмотреть, может быть, она магнитная. Так, то они начинают бесить эти товарищи. Под плитой святилище. Постоянно тебя атакуют вообще. Просто все время. Тебя атакуют днем и ночью постоянно. Неважно, какое время года, там, точнее, какая погода. Так, стой. Вот это. Плита не магнитная. Что делать? Святилище явно под плитой. Тут лагерь. Ну, я не думаю, что он прям какой-то очень важный. Блин, а как бы плиту-то убрать? Где он? До свидания. Еще один. Может быть, конечно. Может быть, как-то туда можно попасть, но только не отсюда. Прям под плиту. Застанить мы ее можем? Сковать. Вот, по-моему, таким образом. Сейчас я по ней тресну. Максимально. Все, святилище найдено, да? Да, здрасте. То, что не взрывается, можно отодвинуть с помощью стамин. Ну, стана. Окей.
Вверх-вниз называется. У нас есть весы. Если все осмотрю повнимательнее. Ну, наличие сундуков и так далее. Понятно. Поднимаешь бочку, у тебя ниже становится... Угу. Окей, давай так. Захват. Ну. Поднимаем и кладем ее вот сюда. Допустим. Чик. Угу. Может быть, что-то еще надо подложить? Мне типа роста не хватает добраться. А эта штука выше? Да, так же. Хм. Может, чего-то не хватает? Надо со всего маху кинуть эту бочку, чтобы тебя подбросило чуть-чуть. Попробуем. Ну, чуть-чуть. Я вот не знаю точно, какая из них. Тебя подкинет выше. По-моему, разницы никакой. Так, давай бочку повыше мы поднимем. Стой. Тут вот еще, да, вот еще какая-то штука. О, сейчас мы его сожжем. И у нас упадет кубик. Да ладно. Блин, последний лук остался. Может, взрывной стрелой надо долбануть? Давай попробуем. Нет. Подожди, дело не в стрелах. Дело не в стрелах, потому что я его и так могу поднять. Сейчас я соображу, что же делать. Короче, у нас есть весы. У нас есть кубик, у нас есть бочка маленькая. Кубик поднимаешь.
Так. Став на бочку, что ли, я не понимаю, мне надо. Так он явно не заберется, это точно. Блин, надо было, наверное, на кубик приземлиться отсюда. Или как-то на кубик залезть. Я не вижу. Допустим. Чего мне это дало? Бочка столько не весит явно. Хм. Может быть, сверху надо на кубик швырнуть что-то? По-моему, тут бочка уже не нужна. Сообразили, что делать-то? Так. Мы вместе эти два предмета сможем поднять? Так. Поднимаем. Ну ладно. Попробуем кубик со всего маха бросить. Вот и все. И всех дел. Ну давай. Ведь. Я хочу сундук собрать теперь. Так, бочка, она просто для отвода глаз, типа того. Дайте лук. Нет, алмаз. Тоже хорошо. Эть, не хватает, да, чуть-чуть. Так, повторяем процедуру. Наверное, с помощью бочки ты только кубик можешь достать и все. Не очень высоко второй раз подпрыгнул. Так, окей, давай. У нас уже еще одно святилище. И можно будет печок вкачать. Сердце одно. Снова идет дождь. Ну как-то. Так, и тут придется нам
Я прям с башни хочу вот сюда полететь. Посмотрим, что. Посмотрим, что там есть. Какой-то подозрительный остров с какой-то спиральным каким-то ландшафтом. Не знаю. Снег идет. Странно. Так. Отмечаем. И летим на синюю метку. Температура что-то не поднимается. Может, пониже? Так, стой. Сейчас молния меня трясет. Что? У меня еще какое-то оружие? А, понятно. Меч. Все. Не особо видно, куда лететь, конечно. Будем идти по приборам. Но я вижу остров. Я что-то очень высоко лечу. Ну, вот примерно как-то так. Нормально. И не разбился, и пролетел много. А вот он камень, кстати. Ой, там есть второй камень. Чем бы это треснуть-то его, а? Вот секирой, ну-ка иди сюда. Катаной точнее. Где он? Падла в воде, да? Вот, все. Один раз достаточно его зацепить почти. Как он с воды стреляет? Ну серьезно? До свидания. И лук я с него выбил как раз. Чуть-чуть еды и денег. Так, давай. Прям наверх с этим камнем придется идти, к сожалению. Это займет какое-то количество времени. Но зато у меня будет корокская семечко. Я потом инвентарь могу прокачать. Надо будет хотя бы пару ячеек добавить для щитов. Остальное, наверное, на пушки поставить. Нет, не знаю. В принципе, луков там, по-моему, штук 8 я уже могу нести с собой. Это довольно-таки много. Здесь этот камень засчитает. Ну там маленькие лежали, кстати. Если нет, тогда я его зря тащил. Ну, класс еще не хватало. Не, вроде такие же камни. Положить. Да, слушай, засчитали камни. В общем, неважно, какой размер камня. Головоломка решена. Все, от этих товарищей мы просто убегаем, чтобы лишний раз не ломать оружие просто. Я иду на синюю метку. Там у нас святилище, кстати. Да, я насколько я увидел, там святилище. За бугром прям. А может, да?
Ну там что-то надо решить. Какую-то головоломку. Да, долетим. Стамины хватит точно. Можно вплавь. Можно пешкадралом прям через всю Ивановскую. Можно просто слететь отсюда и все. Не знаю, что за условия головоломки это. Сейчас, может быть, где-то что-то написано, я не знаю. Нет. Шарик надо. Тут есть углубление. А шарик у нас, скорее всего, вон там в руинах. Поэтому, наверное, придется чистить все это дело. Так, давай попроще мы катану поставим. Катану. Меч. Может быть в руинах этот шарик, а может быть в руинах хотя бы написано, где его искать. Лягушечка. Может быть какие-то другие даже условия. Не знаю. Тут тебя в этом плане особо не посвящают. Здорово, Тайсон. Маша, ничего, в принципе, это нормально. Выходной, что ли, сегодня? Я вот сегодня ночь. Может, всю территорию надо зачистить? Да вряд ли. Не все так просто. Кстати, вот еваки, в принципе. Блять. Что берет? Берем, давай на 30-ничек, да, наверное. Вот это, секиру. Блин, он упал куда-то. Табик. Прям лупят артиллерией в меня. Они за мной, да, идут все по кругу? Бля, я сейчас паровоз тут насобираю просто. Тут 3 челика каких-то. Ладно. Кто знает, может быть условия головоломки просто взять и пробежать по прямой, ну типа по спирали или в одну или в другую сторону. А вдруг? Иди-ка сюда. Блин. Давай стрелы с них пособираем. Тоже полезно. Зато бесплатно. А мне их не догнать, да, походу? Иди сюда. Блядь, ну чуть-чуть не дотянулся. О, по жопе. Так, надо второго как-то сбить. Сучонок, а? О, нет. Обычная стрела. Чик. И добиваю. По свидульке.
Главное то, что я у него лук снял. У меня вообще ни одного не осталось. Ну, как бы, есть там парочку, но они какие-то пососные, по-моему. Так и этот тоже, в принципе, пососный. Что-то как-то бежишь, это конца и края этой спирали, нет? Я почти на месте. Парись. Ну-ка, лошадка же есть. Сейчас побыстроляну доедем. Что-то правда, мне сдается, вот в этих руинах этот шарик и находится. Возможно, там какой-нибудь щенок стусит или еще что-то в этом роде. Надо типа его завалить, шарик отобрать. Тут у них прям целый лагерь, да? Ладно, проверим, просто может быть туда и не надо идти. Шарик может быть и вон там, где вода. Хотя тогда как его с воды притащить, я вообще не понимаю. Здрасте. Слишком много дождя, по-моему. Так. Головоломка небольшая. На пацанов. Вот он. Чик. Куда поставить? Где у нас кубика визуально не хватает? Ты мой кубик? А, нет. Так. Здесь вроде все одинаково. Его либо тут нет. Главное, кубик близко к себе не держать. Нет, подожди. Ага, вот его где не хватает. Иди сюда. Пойдет. Надо, чтобы более ровнее поставить его, что ли. Эй. Либо не туда. Бля, меня через кубики эти дамажит. Куда же его затонуть-то? В чем дело? Это чуть не подох. Ну, вроде верно. Вот здесь кубик одного. Может, их два надо поставить? Типа условия изменились? Хер его знает. Вот он. Блин, зачем я ветку подобрал? Вот и шарик. Там святилище, но я его уже отметил. И все. И поперли его прям по этой.
по всей спирали. В лошадь молния долбанула, лошадь удрала. Ну, полотва сыкливая. Ладно, я пока у меня тут реген есть. Я пока ничего жрать не буду. На еде надо поэкономить немножко. Давай-ка мы вот этих сучат обойдем. Щадик, меня никто не видит. Все, до свидания. Да, вы не слышали ничего. Все, ништяк. Ну а там я практически половину зачистил. Буквально, по-моему, 2 наездника каких-то бегает и все. Все остальное стреляющие в воде чуваки. Плохо, что с ускорением бежать нельзя, когда ты что-то тащишь. Как у нас цветочки прорисовываются фиолетовые. Блин, эти, наверное, на конях. Буду долго бежать за мной. Так. Иди-ка сюда. Никто не подходит. Он только рядом едет и сшибает тебя. Это уроды, а? Ну-ка, на-ка. Бам. Ах ты, суки. -1. Давай второго. До свидания. А он сразу сдох. Он, видимо, какой-то был ущербный. Так, бокожерть или дубина? Давай, наверное, жертв возьмем. А, и то, и другое. Влезло, так сказать. Ничего, ничего. Дальше пошли. Тут, наверное, вот этот просто долгое испытание. Но, возможно, оно халявное будет, святилище. Если что, на этот бокожертв поставлю. Чтобы он, если что, ее доставал. И придется долго еще. Душное испытание, но не душнее, чем лабиринт. Лабиринт так вообще труба. Там, по-моему, в лабиринте только... Лабиринт можно, по-моему, только пройти случайно. Потому что он как-то не имеет меток. Он квадратный и все стенки друг на друга похожи. Так-ка вот этого товарища обойдем по краю. Он там себе сидит. Просто со всеми биться, но смысла вообще не вижу.
Да, еще целый круг бежать. Ну, почти. Эти гаденыши прицельно лупят. Ну, не так, чтобы очень. О. Но у меня есть реген, который восполняется. Сейчас меня бесплатно отхилят. Раз, наверное, пока я прохожу испытание, следующее святилище, то все восстановится. Так, а тут их двое, да? Походу с этим придется подраться. А может и не придется. Меня ни один не заметил. Нормально. Проскочил. Да, это было долго. Наконец-то. Че, обратку идти? А, нет, спасибо. Я думал, обратно надо бежать. Туда, к руину. Это было бы долго. Тара-та-та-та-та. Ритак Зумо. Поехали. Если оно халявное, то еще мне все равно здоровье пополнит. Да, оно халявное. Тут лежит оружие, реген и халявное это. Отлично. 5 супер ядро. Не знаю, зачем мне дают ядра, обычные и супер ядра. Не знаю, может быть это потом как-то будет усиливать мощь удара, что ли. Не факт. Но возможно. Я читал, что собирая вот эти вот винты, все, что со стражей ползающих, летающих падает, все это пойдет в прокачку. Не знаю. Но если не пойдет в прокачку, я потом могу обзавестись огромным количеством бабла, продав все, что я насобирал. Так, а тут у нас институт. Я прям на него почти смотрю, да? Все, я понял. Давай. Вот отсюда мы будем по горе подниматься. Так у нас, в принципе-то, что? По интересным местам. Ну, тут лес, вряд ли. Можно, конечно, на впадину сходить. Посмотреть, что там может быть. И вот сюда, в центр. А потом в институт надо сходить. И по дороге зацепим мы этот, святилище. Как-то я могу сократить? Да. Хотя... Адские муки беготни, я сокращу я в себе только еще. Стамины хватит, чтобы это переплыть. В принципе, если много урона не получать, то нормально. Так, получится, нет?
Ну, эти ребята жирные. Ой, хрена, он меня долбанул просто. Сейчас мы пару палок от него сломаем. Но у него неплохая катана. Ну да, урон он, конечно, лютый наносит. Иди сюда. Задолбал Линк кататься. Да ё-моё. Даже стрелы неохота травить меня. Ну, походу придется. Так, давай, наверное, отойдем просто мы от этого. От пригорка. Че он стоит, не нападает? А? Все, я понял, бежим. Стой. И добивание какое-нибудь, да? А, вот этой. До свидания. Мне с него меч нужен был. Клинок вихря хороший. Быстро лупит. Да, дамаг неплохой. Так, что вот это такое у нас? Походное копье. Да, нет, спасибо, не надо. Там какой-то овраг, что ли? Я куда-то вот туда бегу, в какой-то овраг, я не понимаю. Я посмотрим повнимательнее. Для чего? Там вполне может быть какое-то святилище. Что-то светится. Ну, святилище и светится, да? Чик, иди-ка сюда. Ну, не то немножко. Мне он туда надо. Чего они охраняют? Ну, дроны летают, и что? Что с этого? Зачем мне туда спускаться, если надо вообще? Они что там, просто так? Но радар молчит. Значит, там, наверное, и нет никаких святилищ, допустим. Угу, спасибо за подсветочку. Я тут ничего ценного не вижу вообще. Значит, там нечего делать. Всё, до свидания. Ближайшее, давай, наверное, вот сюда сходим. Я не знаю, что там. Но может быть что-то интересное. Снова мужик этот. Неохота.
сейчас в последнее время просто вот не дают шагу ступить, чтобы ты с кем-нибудь не подрался. Постоянно кто-то нападает. То днем, то ночью. Начали вот эти вот товарищи в масках вылезать катанами в любое время суток. Плюс еще ночью тебя постоянно кто-то пытается там из мобов завалить, которые там вылезают из-под земли. Лисичка бегает. Давай наверх. И вот сюда. Что это вообще такое? Ага. Источник силы. Тут у нас будет, если чешую положу, откроется этот, здесь святилище будет. Так, источник Динраля. А у меня, по-моему, эта штука как раз есть. Вот, пожалуйста, чешуйка Динраля. А ну давай. Положи. Вот так, нехотя. Открылось святилище. По тайным я его не назвал, но вот этот Динраль, короче говоря, он летал вообще в другой местности. Да иду я, иду. Динраль у нас, по-моему, если не ошибаюсь, летал вообще вот здесь где-то. Примерно вот в этом районе. Вот где ущелье, да, вот тут вот спускаешься. А он как раз по этому ущелью и летал. По-моему, там я его чешую выбил. Тупо случайно решил в этого дракона стрельнуть, и с него эта штука вылетела. Может быть, это не одна. Ну, типа, надо несколько чешуек. Так. Испытание силы 3. Ох. Так. Самый лучший лук одеваем. Вот эту секиру. Да и все, в принципе. У него здоровья много. Тут только биться с ним. Давай я луком сколько смогу сниму. Ну, ты остановишься, нет, когда-нибудь. Он дистанцию пытается сократить. Ага. Щитом он долбанул только. Так, секирка его. Бам, бам. Так, минус секира. Ну, давай, наверное. Так. Взял, присел что-то. Ну, я определенно его завалил. По крайней мере, должен. Да, оружие просто улетает на нем. Очень быстро. Че, еды мне хватит.
Чтобы получить 3 секиры, сломаешь еще 3. Нормально, он меня сильно не дамажит. Правда, я ему урона не особо наношу. Давай. Только сейчас я ему в глаз попал, да? Ладно, если что, взрывными стрелами добьем. Последними, кстати. Чувак, останавливайся уже. Ничего страшного. Оп. Полупим его пока этим. Обычные стрелы, в принципе, и так раздают, так что потом наберем. Я думаю, тут по полю побегать можно будет найти стрел. Все равно этого товарища надо пройти. И лук сломан. Да. Да давай обычными добивать, что делать? О, точно, у него уже 3-я фаза началась. А, ничего страшного. Давай, Линк, вставай, что ты? Так, а сейчас надо что-то съесть. Давай там какие-то яблоки. Не яблоки. Было что-то посерьезнее у меня. Давай так. Пойдет. Мне этого хватит. Быстрей. Все, наконец-то. Страж меч. Страж щит там. Так, давай щит выкидываем какой-нибудь. Да, вот этот. Страж щит плюс-плюс. Страж копье. И все, да? Это все, что выпало с него. Кстати, не густо. Где-то вот тут я много стрел в него упустил. О. Я бы их не собирал, если бы не это какое, если бы их можно было купить. Секунду, сейчас я.
Продолжай. Так, у меня всего 16 стрел, конечно, это не очень хорошо. Вот. Будем вот эту штуку использовать. А потом я стрелы где-нибудь попытаюсь купить. Может быть, спустя какое-то время, я не знаю, в городах снова они начнут появляться. Не знаю. Копье пламени давайте, и его тоже. Копья сильно не бьют, но очень быстро наносят урон и полезны тоже в своем роде, полезные вещи. Пропускаем. Хорошо. Может быть, открыв вот этот институт наверху, который находится, получится найти то место, где прокачивается с помощью этих винтов и так далее. О, еще и память нашел случайно. Флэшбэков давайте мне. Давненько не было, кстати. Угу. Прошу, помоги обрести священную силу, чтобы заточить ужасного Ганона. Она внутри Зельду меня, переели. и молитвы должны пробудить ее. Так меня с детства учили. Что не так? Мама говорила мне, что чувствует в себе силу, а бабушка слышала духов из другого мира. А вот я и не слышу, и не чувствую. Отец постоянно ругает меня. Говорит, что я зря трачу время и должна заниматься делом. Я же с самого раннего детства молюсь. Обошла все древние святыни. Но так и не смогла обрести священную силу. Скажи мне, что со мной? Что со мной не так? Без понятия, что с ней не так. Ну, мы сейчас, кстати, тут качнемся, по-моему, да? Вроде можно вот в этих местах тоже прокачиваться. Это же тоже святыня, молитва. Думаю, должно сработать, да-ка? Да, нормально. Сердце еще плюсом, да? Да, капсулу сердца. Пока, в принципе, мне стамины хватает. Я вот не знаю, можно ли еще после третьего круга еще один круг прокачивать. По-моему, нет. То есть в скором времени мне можно святилище вообще не искать. Тупо идти на босса. Причем на финального сразу. Через листья он пройдет или надо их сжигать? Не, нормально. А, вот почему эти тут товарищи летали, да? Надо на красное валить точку. А тут у нас... Слушай, он доползет, мне стамины хватит. Кто там? Так, уроды, а? Они меня сбивают. Подожди, может быть я там как-то слезть смогу? Бля, высоковато, конечно.
Ну нормально, мне стамины хватит тоже и тут подняться. Там куча врагов, они просто тупо не дают залезать. Ими со всеми биться начнешь, стражи прилетят. Так, я думаю, что вот это у нас институт какой-то. А, нет, это этот какого? Это у нас конюшня. Ну, по-моему, я где-то там дальше видел институт. Он выше. Тогда все понятно, почему тут стражи летали. Тут и святилище скрытое, тут и воспоминания, тут и этот какого. Тут и молитвенник, чтобы капсулы себе восстанавливать. Короче, тут просто засилье зла. Конечно, в принципе, там может быть какой-нибудь маленький квест, но основное, конечно, что там может интересовать, это Пиканга, вот этот художник. Ой, это тут Алиса. А Пиканга, вот этот художник, который должен мне рассказать о том месте, где я уже только что побывал. Привет, Вой. Даже самый мощный лук не поможет, если в бою у тебя кончаются стрелы. Согласен. Главное правило опытного лучника — брать с собой как можно больше стрел. Логично. Где бы их купить столько? Ну, это я не знаю, может быть глюк какой-то, то что стрелы перестали в магазах появляться. Может же быть такое, да? Хотя... Так, надеюсь, это святилище, во-первых, оно без гироскопа. Вот у этого мужика, кажется, можно стрел прикупить. Здрасте. Да-да-да. Пленковый жук. Ну давай, ладно. Боевые котлеты. Еды мне дал чуть-чуть. Какое себе. Я не знаю, может быть, я зря этого жука отдал. Купить кое-чего. Деньги-то есть. С баблом не проблема. Я беру. 20 стрел. И тут у нас одна по 10 пачка. То 30 стрел, короче. Немного, но хоть что-то. Так, доброе утро. Меня зовут Хос. Я тут патрулирую окрестности. Опасно здесь в последнее время. Это точно. Ага, в этих краях ходит некий Килтон. Что характерно, всегда по ночам, говорят, таская за собой тележку, называют ее Монстр-Торг. Второй, кстати, человек, который говорит про мужика этого. Очень странный тип. Главное, непонятно, что у него на уме. А слышал об этом Килтоне? Да, слышал. Правда? Слушай, мне нужно точно знать, как он выглядит. Если встретишь его, нарисуй для меня портрет или, ну, и сфотографировать. Хорошо. Эй. Угу. Хрустящая корочка, нежный мякиш, маленький кусочек, большой прилив сил. А говорят, восточные булочки. Попробуешь? Ну давай. Надеюсь, не обосремся. Только есть надо сразу, они быстро портятся, хорошо? 10 рублей. Ну, допустим. Еще шире рот. Надеюсь, он мне не наркоту продал. Глаза. А, нет, нормально. Мне немножко стаминки они добавили. Булочки ваши. Пойдет. А лишней не будет. Стой. Оп. Ну, возле телег подобных разбитых только разного рода камни, но в основном янтарь. Доброе утро. Что случилось? Синий огонь. Ой, извини.
тех пор, как вышла замуж, только и делаю, что скучаю. Мое единственное развлечение — наблюдать за синим огнем в светильнике. Но огонь давно погас. Наверное, у профессора Акальского института здоровье уже не то. Раньше синий огонь по светильникам разносил профессор института, но теперь он уже старый, даже на улицу не выходит. Если что, институт там. Спасибо. Я знаю, где он. В здании маяка сразу же узнаешь. Да, наверху. По дороге просто. Скорее всего, будет какое-то задание, типа зажечь опять все светильники. Кто ты? Я даже не представилась, меня зовут Ноба. Да. Окрестность. Источник силы к западу. Давай, посмотреть. Ну, то же самое, да. Я уже там был. Я случайно, причем везде попал. Старый маяк, Все, понятно. Ничего интересного. И он тут же, да, вот он, и он решен. Да, потому что я его с помощью этого... С помощью чешуи я его открыл. Тут получается единственный квест — это вот про мужика, который ночью ходит. Не знаю. Надо, кстати, посмотреть, может быть, где-то возле конюшни у нас есть казан. Я и поесть приготовлю, и покемариться могу. Но вечером. Экзамен Катаса Аук. Серьезно, опять гироскоп? Да вы издеваетесь. Ну и чё? Надо молоком, да, долбануть. Камень где второй? Ну, хана, он улетел. Ну, куда тебе еще камень один? О. Так. База. Ну вот как это, блин? О. Стой. Чё он не вылезает? У меня сейчас ровно мышка так настроена, чтобы очень классно долбануть по нему. Ай, переброс. Ну-ка давайте мне еще камень. Перебор. Но, кстати, вот вообще сейчас не шевелиться, надо только аккуратненько это сделать. Как камень-то не улезает? Еще раз. Перебор. У меня слишком чувствительно, слишком мышка чувствительная. Че за хрень? Перебор опять. Задание-то элементарное, но...
В другую сторону улетел. Слишком сильно. Ну, туда. Может, он докатится? Нет, он не докатится. Вообще не туда. Ну, рядом. Тут чисто случайно, если попадешь. Вот надо мышкой точно определить местоположение, куда он. Ну, вот, отлично. Да, с этими гироскопами все, нужно выходить. За сегодня два святилища с гироскопами попалось. Кошмар. Ну и до этого, в принципе, их давненько не было. Да-да-да, пропускаем. Еще два, кстати. И можно будет стамину качнуть. Да, я вот думаю, стоит ли до конца сердца добивать, потом стамину. В принципе-то ей хватает. Кто это у нас такой тут тусуется? Ага. Это я смотрю, получается, прям на босса, который вот здесь находится. Он какой-то лавовый этот, как его. Кстати, казан. И, кстати, нет, сейчас еще утро, да? А у него больше стрел не продается? А вдруг? Нет. Уже не продается. И казан потух. Дневник. Подожди, вот у нас... Где у нас этот товарищ? Хос его зовут, да? Вот. Который охраняет конюшню Остакала. Подожди, горят он повсюду, катает за собой тележку, которую сам называет. Хорошо. Конечно, это можно не искать, короче говоря. Точнее, надо мужика этого случайно найти. Обычно, да? Обычно. И вечером мы проснемся. Может быть, этого мужика получится встретить, я не знаю. А может, обязательно его встретишь. А чё казан не горит? Блин. Это кто там такой? Ясно, светильники.
Но мне придется эти светильники зажигать все. Там следующая локация прям лавовая. Может быть, он катается где-то рядом с этим институтом. До желтой отметки еще далековато, так что... Да, только в институт сейчас топать. Ой, что-то я никаких мужиков с телегами не вижу. Светильнички. Оу. А может быть, не стоит с ними биться? Блин, я не знаю. У него так здоровье до хрена. Тут, короче, все собрались просто. Пока меня один стреляет, тут просто все сбежались. Падла какая. Он стреляет в тебя, попадает, естественно, и ты бежишь вниз. Нет, так дела не пойдут. Он всегда в тебя попадает, походу. Ладно, будем есть, страдать и лупить по нему. А что делать? Падла какая, а? Потом, когда я буду зажигать огни, он мне не даст этого сделать. Вот в чем проблема. Так, надо что-то опять жрать. Причем простенькое, вот так. Что на вооружение? Блин, тут все хорошее. Ладно, давай, наверное, минимальное. Да, вот так будет. Все. Я дубинкой ему больше всего жизни снят. И все подохнут. Красота. О, еще один. Вот откуда он? А вот он стоит. Блин, отличное копье, кстати. Ха-ха-ха. Решил между камней спрятаться. И секиру собрал. Ну, нормально. Хороший меч тоже пригодится. Так, что у нас тут еще упало? И все, конец. Ладно, нормально. Не зря остановился, он бы серьезно, мне сейчас, скорее всего, дадут задание зажечь фонари, чтобы у нас этот институт заработал. И потом убежать вниз, а он мне не даст. Кальский институт. Ну, давай, наверное, рядышком пройдем, где что тут посмотреть. Вот мне сдается, что вот этот мужичонка,
в Акальском институте. Он как раз вот эти запчасти и собирает. Металлоломщик. А я их всю игру копил. Серьезно, одно яблоко с 3 этих. О, там у нас... Там у нас этот кошмарный лабиринт. Ну, в принципе, если я тут сверху прям приземлиться, может быть, может быть. Может быть, он прям закрывается, когда ты к нему подлетаешь. Это надо проверить. А это я уже отметил. Получается, да, ты оббегаешь просто с легонца. Вот основной вот здесь замес будет. Ну, все, да? Там что, это, помойка у меня. Давай внутрь. Так, здрасте. Это, я так понимаю, профессор? Странно, ну да? Почитаем, что пишут. Мемуары Робби. Так, давайте перенесемся на 100 лет в прошлое. Бедствие Ганон только что поглотил принцессу Зельду, а ваш покорный слуга вместе с профессором Пурой погрузили Линка в сон святилища жизни. Ага. С этого и начинается моя история. Госпожа Лимпо, профессор Пура и я прибыли в деревню Кокорико, но сразу поняли опасность положения. Останься мы там вместе, Ганон мог бы уничтожить нас одним ударом, но как... И кто тогда передал бы Линку после пробуждения слова Зельды? Правильно, никто. Нам надо было разделиться. Это повышало шанс того, что хотя бы один из нас останется в живых. К счастью, незадолго до этого в Неклюде и Акали были обнаружены древние источники энергии. Они позволяли нам продолжить поиск способов справиться с Ганоном, чем мы и занимались в замке Хайрул. Мы сыграли с профессором Пурой в камень, ножницы, бумагу, и мне досталась Акала. Перед тем, как отправиться в Акалу, я решил проводить профессора Пуру к источнику энергии в Неклюде. Точнее, не я решила, она вынудила, сказав, что некрасиво с моей стороны отпускать ее одну. Очень по-женски, и вообще она мне нравится. Умная, красивая, но характер просто невыносимый. Лучше оставлю эти подробности за рамками своего повествования. В общем, на следующий день мы погрузили терминал, на котором профессор Пура работала в замке. Затем попрощались с госпожой Импой и всеми деревни Кокорико и отправились в путь. Мы пошли на юг от столпов Левии, пересекли озеро Сиела и Черемное поле и оказались у Катанской заставы. Там Линк до последнего боролся с целой армией стражей. Король Раам назначил Линка рыцарем-защитником Зельды, увидев, как хорошо он владеет мечом, но даже такому искусному воину было не под силу справиться со столькими противниками. Прости, Линк, как специалист по стражам я должен был предотвратить ту ситуацию. Если бы я смог только предоставить тебе более эффективное оружие для борьбы со стражами. Такие мысли посетили меня, когда мы стояли перед несметным количеством разрушенных стражей. Задумавшись, я даже не заметил, как профессор Пура ускользнула, захватив с собой терминал. Я знал, что деревня Хатена была уже близко и что великое бедствие почти не затронуло эту часть Хайрула. Поэтому я не боялся отпустить ее одну, и мы пошли разными дорогами, даже не попрощавшись, поскольку не было необходимости идти за ней. Я отправился обратно в деревню Кокорико. Так я проводил профессора Пуру, хоть и не до конца. Теперь надо было самому идти в Акалу. Я вернулся в Кокорико, погрузил на тележку второй терминал и отправился в Акалу. Выйдя из деревни, я прошел по острову Лайнбек и отправился к тройной тропе. Я знал, что перейдя к Акальскому мосту, я окажусь в Акале. Шурша яркими осенними листьями, я шел через теневой перевал, а за впадиной Генраля повернул на север. Акала славится тем, что там почти ничего нет. Это мне тогда и было нужно. Несколько раз на меня напали стражи, но я же их изучил всю жизнь. Поэтому легко справился с ними. Наконец я достиг Акальского маяка, с которого хорошо просматривалась вся местность. Я выгрузил свой терминал и стал обустраиваться на новом месте.
Оказавшись в полном одиночестве, я возобновил свои исследования. К пробуждению Линка мне нужно было узнать о древнем снаряжении все, что только возможно. Снова и снова я приносил в плато Тумплея синий огонь, плавил детали и пытался делать древнее снаряжение. Так, без особых успехов я работал целыми днями, с утра и до поздней ночи. Потом меня осенило, надо просто автоматизировать этот процесс. Я решил переделать терминал так, чтобы он принимал древние детали и выдавал готовый результат. Я назвал его Черри в честь моей первой любви. Спустя несколько лет моя тяжелая работа по превращению терминала в Черри была завершена. Теперь нужно было приниматься за внутреннее устройство. Итак, по моим планам, Черри должна не только перерабатывать древние детали, но и производить снаряжение, если бы она при этом еще и разговаривала. В общем, идей у меня было много, и реализовать их все было почти невозможно. Я потратил десятки лет, пытаясь автоматизировать изготовление древнего снаряжения, но слишком много ошибок было допущено при проектировании. Мне пришлось на время отказаться от планов модификации Черри. Сколько читать-то, а? В день, когда мне исполнилось 90, в дверь маяка постучала девушка по имени Джейрин. Выяснилось, что госпожа Импо отправила ее ко мне в качестве ассистентки. Ко мне она пришла уже пройдя обучение у профессора Пуры. Помощница из нее вышла прекрасно. Она исправно носила синий огонь в плато Тумплея и даже работала над новыми чертежами Черри. Она в одиночку пришла из Кокориков к Акаллу. Одно это уже доказывало, что она необычная девушка. Ее интеллект, ее характер, неудивительно, что я на ней женился. Благодаря стараниям Джерин, Черри научилась делать древнее снаряжение и очень хорошо заговорила. Она уже не была бездушной машиной, скоро она могла поддерживать беседу, как обычные халийцы. Говорю ей «доброе утро», она отвечает «приветствую, начальник». Спрашиваю, где моя книга, она тут же третья справа на второй полке. А если ей что-то было нужно, она, например, говорила «огоньку бы прибавить в генераторе». Услышав такое, я лично отправлялся за синим огнем на плато Тумплея. Но кое-кто был не в восторге от нашего Черри и общения. Она жутко ревновала, когда с Черри разговаривали, да, блять. Ей было непонятно, что ее муж так весело общается с другой женщиной, даже если она только машина. Только когда Джейрин сквозь слезы рассказывала мне о своей ревности, я понял, в чем дело. Джейрин по большей части сама разработала Черри, а теперь ее творение лишь расстраивало ее. Теперь моей умной Черри нужно было вернуть ее прежний уровень интеллекта. Я лично стер ее речевую базу данных. С тех пор, когда я называл машину Черри, моя жена начинала злиться. Я решил больше не произносить этого имени, и машина отныне стала называться просто Духовка. Прошло какое-то время, и Джерин родила здорового мальчика, очень похожего на маму. Мы называли его Гранты и стали жить счастливо в Акадском институте. Трое нас и одна машина. Это было хрупкое счастье, подаренное нам принцессой Зельда, которая еще смогла сдержать бедствие Ганона. Когда Гранту исполнилось 3 года, мы впервые за долгое время получили письмо от профессора Пуры. Она сообщила, что нашла способ усовершенствовать руны камня Шика, в том числе стазис. Мы не виделись с ней десятки лет с того самого случая в Хатынском заставе. В прошлом письме она рассказывала, что ассистент, который ей прислали из Кокорика, ни на что не годен. У меня не было времени, нужно было продолжать исследования и научиться делать древнее снаряжение. Грант вырос очень быстро, стал выше меня, крепкий здоровенный мальчишка. У него прекрасно получалось носить синий огонь с плато Тумплея. Как-то я заикнулся, что он мог бы отправиться в путешествие, чтобы набраться знаний и опыта. Но он всегда был очень самостоятельным. Я всегда удивился. Но я таки удивился, когда он в тот же день объявил о своем уходе. И раньше подумал, не отправлять ли его куда-нибудь учиться. Спрашивал у профессора Пуры в письме, не нужен ли ей ассистент. Но она ответила, не вздумай никого сюда присылать. Интересно, что же заставило ее так написать. Наконец. По-моему, это самая длинная записка в игре. Говорить. Это Духовка, да, я так понимаю? Бо. Ще. Ти. Ни. Эй, ты что здесь делаешь? Обучал. Так, подождите. Мне что-то вот интересно, что же там наверху у вас. Ну, огонь однозначно мне зажигать. Вот эти вот синие фонарики. Хотя...
Так, давай. С главой семейства пообщаемся. Да. Ты Линк, да? Если бы ты был Линком, я бы рассказывал тебе кое-что важное. Но как отличить настоящего Линка от самозванца? Я бы сразу узнал Линка по ранам на теле, которые он получил 100 лет назад. Если бы ты был Линком... Ну что, раздеться надо? Увидел меня без макияжа. Все, это конец. Я записку до ночи читал. Ну, давай я попробую раздеться. Да, сколько же у тебя старых ран? Я их помню. Многие уже зажили, но это именно те раны, которые кто получил 100 лет назад, когда пришло бедствие. Я признаю, что ты настоящий Линк. Что ж, давай сначала. Я ведущий специалист по стражам и начальник Акальского института. Профессор Робби. Кстати, он похож на мужика из «Назад в будущее». Удивительно, что ты смог сюда добраться. Меня искал? Или тебе нужна Пура и ее сила? Пура ребенок? Да не ребенок она. А, у Пуры есть ребенок? Что? Сама Пура стала ребенком? Какой сумасшедшей была, такой осталась. У нее, наверное, опять какой-нибудь эксперимент не получился, я же ее знаю. Так, мы отвлеклись. Ты знал, что к бедствию возвращается его сила? Да, знаю. Понятно, может тогда я расскажу о себе? Хорошо. В этом институте я делаю все, чтобы найти способ навсегда уничтожить бедствие, которое возрождается раз за разом. Конечно, спасти Зельду, которая на этот раз оказалась у него в плену. Теперь я знаю, как уничтожить бедствие, но слишком стар для этого. Но зато проснулся ты, Линк. Хорошо, что ты застал меня живым, пробил час. Тогда пора объединить наши усилия, парень. Уничтожь бедствие, за дело. Да, так точно, мы с тобой объединим силы и положим конец бедствию. Извини за долгое вступление, хочу дать тебе древнее снаряжение. В общем, ты все понял. Черри, то есть духовка, может делать древнее снаряжение, но сейчас она себя плохо чувствует. Кому-нибудь снова придется принести синий огонь из древней печи. Ну а что, Черри, то есть духовка, плохо себя чувствует, так что древнее снаряжение сготовить никак не получится. Нужен синий огонь из древней печи. Древняя печь где? Это то, что вроде хранилища, в котором скапливается энергия. Недалеко есть такая на плато Томплея. Надо принести оттуда синий огонь и запустить искусственный генератор. Угу. То есть, короче, мы в эту духовку. Плато Томплея надо, во-первых. Ботом. Отвечаем. Факел нужен. Блин, придется чем-то пожертвовать. Что такого выкинуть не нужно? Блин, мне все нужно. Черт. Что делать? Очень жаль. Очень жаль, что у меня забрали чуть-чуть потрепанное копье пламени. Короче, немного денег надо будет. О, тихо. Петлички. Второе место, где пасутся эти феи. Ай, не уходи, блин. Вообще надо одеться. Ну все, она улетела. Ладно, я запомнил хотя бы, где они находятся. Конечно, одна штука вообще ни о чем.
Там огонь. А как мы пойдем? Ага. Вот так вот, да, поднимаясь. Все, я понял. От фонаря к фонарю надо будет идти сейчас. И как при Олимпийских играх зажигать огонь. Что тут все под уклоном, а? Так, подожди, я сейчас факел этот снесу. Чего деревом не завалило, а? Все, до свидания. Все, это не поместится уже мне в инвентарь. Боевой меч тоже такое себе. Ладно, посмотрим, может быть, достаточно будет отсюда свалиться. Сложность в том, что ветер будет тушить мой факел. Спускаться, скорее всего, надо будет по спирали. Ладно, первый. Второй. Дальше полетели. Придется его убивать. Придется всех убивать по дороге. Как меня херанул просто в голову. Покойник. Давай дубинку его возьмем. Зачищать надо всю территорию. А мне пройти с огнем не дадут. Поэтому возле института страж и стоял. Тут у нас ничего полезного нет. Нету. Так, факел. Хорошо то, что вот эти факела не тухнут. То есть ты если его зажег, то уже не важно там. Ветер, не ветер. Все будет шоколадненько. У меня вот так вот все по кругу надо будет обходить. И вот сюда. Я отмечу красным. Фиолетовым. Примерно куда идти, в какую сторону. Вдруг заблужусь. По идее, от одного фонаря до другого ты всегда видишь, где они находятся. Сейчас я не вижу, где они находятся. Скорее всего, тут прямой где-то. Все. Надо этого убивать. Крови они попьют прилично. И оружие заодно. Погридим всякой дичи, вот, которая с них валится. Вдруг что-то
Интересно будет. Яблоко. Слизень. Так, яблочки-то хорошо. А куда? Где светильник-то ваш? А, вот он. Понятно. Палец уже все сломано почти. Ну, как раз к концу стрима я доберусь. Тихо. Да, вот все, я зажег. Привет, Ян. Мне тоже вот Зельда, я до этого Зельду не играл, но мне тоже вот зашло. Она прикольная. Интересные механики и головоломки. А ты проходила Breath of the Wild? Жирный какой чувак. Кстати, я особо не заметил, но я как раз возле черепа нахожусь. Я минус копье еще к тому же. О, как вы мне дороги, а. Вот, если ты проходила Breath of the Wild, скажи мне. Вот. Что со стрелами? Почему-то я не могу ни одну стрелу купить. Готовить. Не знаю, как-то готовка, ну, такое. Просто ты разные ингредиенты мешаешь и все. Бывает, конечно, у меня очень редко всякая беливерда получается. В основном что-то съестное и, как правило, много продуктов, не занимающие блюдо, которое отхиливает почти все твое здоровье, а то и сверху накидывает. Буквально три ингредиента, как бы, и все. Я другое хотел спросить. Если проходила, должна знать, почему я не могу больше стрел купить в магазинах. До этого продавались стрелы, но сейчас какая-то беда, я не знаю. Каждый магаз, раньше они там пополнялись, эти стрелы. Сейчас просто все магазины пустые. Все. Так, чик. И сюда. Минус копье. Ну это ладно. Прям в полевых условиях будем добивать этих товарищей. Чупа, я горю, короче. Есть лимит, да, в этом проблема. Блин. Очень печально. А я обрадовался, что можно много себе стрел купить и потом взрывными стрелами. Вот вообще топчик для меня взрывные стрелы. Самое такое мощное оружие, которое просто без проблем разваливает любого врага. Кстати, если я сейчас как-то неправильно по кому-нибудь долбану, у меня сломается факел. Придется заново его искать. Да, сначала этого надо убить. А мне так вот как-то, я не знаю, удобнее врагов луком мочить. Большинство причем. Почти всех боссов я убивал просто с этого. Давай это копье я выкину.
почти большинство врагов я убивал с помощью лука. Очень жаль. Очень жаль, что нельзя больше купить стрел. Ну, там может быть, конечно, какие-то деревни мне и будут попадаться, где еще можно. Есть древняя стрела, она мощнее. У меня есть одна стрела. Одна древняя. Но я пока не знаю, я пока и не буду расходовать, может быть там она очень сильно на кого-то пригодится. Просто вот плохо, что никак нельзя иначе. Я думал, безлимитка, типа, ну, бегай да покупай. Хочешь ближним оружием, пользуйся, будь милишником, типа. Хочешь, стреляй с лука. А тут как-то вот тебя очень сильно ограничили. Как его, прилетело прилично. Ну вот чем хороши копья? Так, а где второй-то факел? Следующий, точнее. Я знаю, что факел сломан. Беречь Наганона. Но я так и предполагал, что если ее кто-то не попросит для какого-то основного квеста, то надо ее беречь до финального босса. Потому что обычные боссы, ну, их которых всего 4. Вот, кстати, я сейчас буду только подниматься до института. Потому что обычные боссы, они, собственно, обычными этими и убиваются. И стрелами обычными, и оружие как-то особо на них где-то. Ну, любое подойдет. А тут единственная стрела, которую я нашел. Спасибо, что зашла, так сказать. А то сижу тут один, болтаю. Единственная стрела, которая вот дали, но я явно понял, что других не предвидится. Может быть еще, конечно, там одно или две. Бля, я ускорился. Потому что других стрел, если будут, то в небольшом количестве. Она, наверное, дамажит там просто люто. Просто 2 прохода почему-то. Это типа можно сократить путь, да? Хочешь так беги, хочешь по-другому, походу. Вон там я вижу факел. И метка у меня фиолетовая. Угу. Ладно, я понял, оббегать придется озеро. Наверняка какой-то сундучок заныкался. Ладно. Мне специально тут еще, видишь, взяли, сделали так, что ты бы запутался немножко. Тут иногда такие детские подставы, знаешь, чисто на невнимательность, допустим. Так. Не знаю, я успею подняться или нет. Ну хорошо то, что я там этого стража замочил. Блин, а может быть вариант шмотки DLC-шные напялить? Меня бы поменьше врагов видела. Вот здесь я точно вот эту вот всю дорогу я расчистил. Суть же задание просто конкретно огонь на факеле, да, принести. Там же не надо обязательно прям все фонари зажигать. Они ж не как гирлянда работают, правильно?
Ну, посмотрим. Фонарей, потому что в округе полно. Вот здесь основная подстава тусовалась. Они его за камнем и спрятали. Того самого стража. У тебя есть перец, хайруловик и сырое мясо? Да, есть. Перец особо не тратил, но у меня есть теплые шмотки, как бы, а так еще. Для какого-то блюда может и пригодиться еще. Я в основном так, знаешь, захожу, короче говоря, в какой-нибудь город. Наготовлю себе еды, пока вот на инвентарь насколько позволяет. Из разных ингредиентов, не суть. Просто есть и есть. А там уже что получится, конкретное какое блюдо, то и получится. Мясо сырого, кстати, у меня, по-моему, уже не очень много. Я его недавно тратил. Это готовил. Акальский институт теперь доступен как точка перемещения. Спасибо. Я загорелся. Отлично. Так, точка перемещения. Вот я тут копье кидал. Ну все, она, естественно, пропала. Классное было копье. Очень печально, что его нет. Сумка. Вот это дело я выкидываю. Теплый дуплет. В смысле, одежду. Подожди, как из продуктов можно... Нет, наверное, теплый дуплет это все-таки какое-то блюдо. Одежду из продуктов сделать нельзя. Одежда есть одежда, ее просто дают, либо ты покупаешь. По теплым шмоткам вообще проблем нету. Они как бы вот эти вот 3 штуки, их дали, их вполне хватает, чтобы согреться по полной программе. Я их купил. Вот эти вот 3 шмотки. Мне вот эта броня нравится. Она прям клевая. DLC-шный шмот. Так, ладно, что, Робби? Эй, Линк, послушай, черри снова заработала. Вот она, сила любви. Моя черри снова жила. Угу, иду. Ну, потом я какой-нибудь казан поблизости найду. Я что-то в какой город не зайду, то дождь пойдет, то еще что-нибудь. Казан вечно не работает. Тут внизу конюшня есть с казаном. Ну, это надо просто остановиться и приготовить. Так, ладно, генератор запущен. Моя черри снова ожила. Да, спасибо. Действительно, тогда вот возьми это в знак моей благодарности за то, что ты починил черри. Блин, это не спам. Так, действительно, тогда возьми вот это в знак моей благодарности за то, что ты починил черри. Древняя стрела. Опа, мне еще 3 штуки дали. То есть это у нас будет 4 в целом стрелы. Но, естественно, все нужно будет беречь на последнего Наганона. При создании этого снаряжения использовались тайные знания Шиика. Я только внес некоторые поправки, и снаряжение превратилось в противобедственное оружие, если так можно сказать. В общем, это очень мощное древнее снаряжение, которое я называю древние стрелы. Кроме древних стрел, черри можно делать любое древнее снаряжение. Если оно тебе нужно, попробуй дать черри древние детали и рупий, ладно? Ну, деньги, короче говоря, услышал все-таки. Прошу прощения, Линк, наши исследования не финансируются с тех самых пор, как был захвачен замок Хайрул. Я подумал, ты сможешь нам помочь материально. Ну, пожалуйста. Не будем откладывать дело в долгий ящик. Уничтожь бедствие. Хорошо. Все непременно, но потом. Так, посмотрим, что это у нас горшочек будет варить. Добро пожаловать. Угу. Вот оно что. Так, денег у меня не очень много. Защита от стражей прямо сейчас жесткой нету.
Да и денег она стоит. Но древний лук, ну он сломается, он стоит 1000, он сломается. У меня пока, блин, я могу там алмазов продавать, камушков разных. Но, короче, цены у этих товарищей кусаются. Ну понятно, я, короче, могу и стрел купить, если что. Все-таки, как ни крути, деньги тут основной ресурс. Спасибо, я понял. Ваши расценочки. Не вижу пока острой необходимости тратить деньги и покупать оружие, потому что оно как бы есть. Так, я просто подражаю профессору Хотенского института. Наверное, это было не очень уместно, мы ведь с тобой даже не знакомы. Не обижайся, Линк, я всегда такая. Чем могу помочь? Ну, давай, кто ты? Я Джерин, щелк. Я много разбираюсь в древних технологиях, но больше интересуюсь святилищем. О, кстати, сходи на левый глаз озера Череп. Ну, я уже отметил там. До него сложно добраться. Левый глаз озера Череп очень высокий, а на правом... Нет, на правый лучше не ходи. Почему? Почему не ходить? Один из главных специалистов по древней технике 100 лет назад изучал стражей в замке Хайрул. У нас с ним разница в возрасте почти 50 лет, он мой муж. Муж? Ага, мы с ним вместе работаем. Не поверишь, но у нас есть даже сын. Чем еще могу помочь? Нашего сына зовут Грант. Ты его знаешь? Да, знаю. Я очень рада, он еще учится, когда наберется опыта и знаний, сможет продолжить наше с Робби дело. Все. Вопрос исчерпан. Че, пошли до святилища, наверное. Хотя... Я да не знаю, времени не очень много осталось. Надо на работу собираться. Наверное, пока просто до этого черепа доберусь. За 10 минут, в принципе, я успею. Как вариант, можно попробовать просто штурмануть. Просто штурмовать вот этот лабиринт. Но самое, наверное, это жесткое задание в этой Зельде. Самое сложное. Сварить прыть фиалки и прыть лотосы для блюда, которое увеличит скорость, поможет в битве с Ганоном. Но я пока на Ганона-то не собираюсь. Мне тут до Ганона еще вот как бы 3-го босса надо пройти. И вот это вот все еще надо зачистить. То есть еще 3 территории надо открыть. Надо вот эту территорию добить. И вот эти 3 территории открыть. Как бы святилище-то я вот тут открываю. Эй. Я просто сожру то, что я сготовлю. Прыть фиалки, вот эти прыть лотосы. У меня, кстати, есть и фиалки, и лотосы. Вот. Я просто сожру то, что я сготовлю. Не экономично будет. Так, давай. Попробую. Я так понимаю, что разработчики прям предлагают, чтобы я не по крышу сюда забрался, а вот именно прошел весь лабиринт целиком. Ну, это безумие, кстати сказать. У меня просто... Я чуть не рехнулся на предыдущем святилище. Ага. Да. Обхитрить не получится. Придется все это дело обязательно обходить. Как ни крути. Я только без понятия вообще, вправо или влево даже. Начнем с того. Так, я просто... Да, вступивший на этот остров, тебя ждет лабиринт, пройди его и будешь вознагражден. Понятно. По мне так лично вот в игре самое сложное. Это вот эти лабиринты. Елена, тебе спасибо за компанию.
Так, давай мы сначала сохранимся. Ты это, если что, заходи по зелье. Так вот. Вот эта печалька меня вынуждает бегать. Если что, заходи, по зелье еще будет много стримов. Так, давай-ка я сохранюсь. Потому что надо на работу собираться. У меня есть типа 6 минут, чтобы по-быстрому пробежать этот лабиринт. Я просто рандомно это попробую сделать. Зельду, кстати, я стримлю только днем пока. Ну, не пока что, я решил то, что вот она днем будет идти. По вечерам сейчас другие игры. Так. Причем, учитывая всю вот эту жесть, которая творится просто внутри этого лабиринта, проход к этому святилищу только один. Я вообще без понятия, где он. Возможно, даже в центре какой-то из этих колонн. Заходи, заходи, буду рад видеть. Поболтаем еще что-нибудь. Даже, может быть, поможешь в некоторых аспектах прохождения Зельды. Так, меня он снова палит. Вообще, конечно, по идее, его бы завалить. Вот чтобы просто не мешал. Вот, стой, я тут проход какой-то вижу. А вдруг это он? Тот самый милый единственный. Это такое? Это она магнитная штука? Да, это магнитная. А почему она тут стоит? Но оно не просто так. Ты можешь использовать милость мифа. Хорошо. Как-нибудь. Стой, он может залезть на этот? Да, он на нем ползает. Надо же, я сундук нашел. Чудо чудное, диво дивное. Супер. Вот, кстати, я не знаю, зачем обычные ядра и супер ядра. Прошу прощения за чих. Но эта штука не контролируется. А завтра я не смогу. Завтра я не смогу Зельду поломать. Завтра у меня... Сегодня я в ночь работаю, а завтра у меня стрим по вечерам будет по God of War. В следующий раз я Зельду запущу не раньше, чем через 3 дня где-то. Так, этот кубик я тоже не двигал. Так, главное не забыть, какие кубы я потрогал вообще. Плохо видно? Хорошо. Явно будет заметно, что куб двигал я, потому что поставлен он криво. Да, это жесть вообще. Есть какие-то кубики. Что-то отличается от предыдущего лабиринта тем, то что тут он... Тут вообще был просто прямолинейный. Тут как это... Древнее ядро. Вот зачем эти ядра, я не знаю. Наверное, также для изготовления именно шмоток стражей. Я, кстати, не часто ими пользуюсь. Если идти по радару на звук, наверное, это ошибка, да? Я попробую. Это тупик. Они еще что хитро сделали, они же взяли это святилище еще и под решетку запихали, чтобы ты сверху не залез. Типа, ах, какой хитрец, да? Не пойдешь. Блин, я на выход, да, пришел. Как вариант,
это включить карту. Вот, типа того, да, взять ее вот так максимально приблизить. Как мы в детстве играли, да, просто вот чисто берешь. Так, отсюда зашел и пальцем прорисовать. Ядра для прокачки брони. Понятно. Это потом, наверное, пригодится. И вот как мы пальцем делали, чик-чик-чик, и вот типа как ты оттуда выйдешь. Какой проход будет тупиковым. Тут надо очень внимательно все осматривать. Я, по-моему, ход нашел. Блин, времени в обрез просто. Давай загрузить игру. Я не знаю, я попробую, но я нашел проход. Он с правой стороны. Только заходишь. Так, карта. Справа. Идем сначала прямо. Блин. Сначала прямо. Заходим вот сюда. Так, до упора, до стенки. Потом вверх. Следующий поворот направо. Ну, я понял, что ядра для древней брони. Так, вниз, вот сюда. Потом вот так. Все, и это меня выведет напрямую почти. Стой. Нет, вот этот проход. И наверх. Максимально наверх, но тут не важно. В какую сторону, право-лево, не суть. Потом мы идем прямо. Еще прямо. В Undertale нет, не играл. Видел пару раз, что-то мне геймплей не зашел. Так. Потом отсюда влево. Максимально прямо. И здесь мы поворачиваем направо и, скорее всего... Ну, не буду я сундук этот доставать. На него тупо нет времени. Отсюда поворачивать вот так. Потом направо. Все, финишная прямая должна быть. Или это тупик? Это тупик. Подожди, стой. Это не тупик. Вот в чем подвох-то. Или это подвох? Спасибо. Королевский меч. Печалька-то в том, что у нас ползать-то по стенкам еще можно. Ладно. Какой-то из этих проходов, значит, вот этих вот двух будет вести, вот этих вот трех, получается. Будет вести как раз к обходу. Я рассчитывал на это. Но, к сожалению, нет. Другой вариант заюзать я не успеваю. Мне надо собираться на работу. Ладно. Спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался, коммент, лайк, все знаете, как ставить. А кто не подписывался, подписывайтесь, чтобы знать о новых трансляциях. Елене, еще раз спасибо, что поддержала и объяснила некоторые моменты, которые, в принципе, я не знал, что делать. Ладно, все. Будем прощаться на этом. Ждите следующих трансляций. Всем удачи, пока.